Всем привет! Укоренение черенков винограда на подоконнике. Итак, смотрим. Внизу у нас уже есть корни, а в надземной части листвы еще нет. Достигается это за счет разности температур. Температура в надземной части, вот датчик, и температура в корнях, вот здесь датчик. Здесь холодный воздух мы получаем от окна. Сверху бывает еще одна фольга, ее покажу позже. В корнях тепло получаем от батареи и регулируем фольгой. Чем больше нам надо отсечь тепло батареи, тем больше слоев. Вот здесь. Орошение вообще простое. Вот залили, и сколько надо воды, столько и впитается. Укоренение происходит в мху. Это мох сфагнум, даже упаковка его. Его тоже позже покажу. Теперь для объективности надо нарастить листву, чтобы точно знать, что все черенки живые. Думаю, включимся дней через 5, через неделю. Не переключайтесь. Оп, итак, миновали 5 дней. Температура в корне вот такая сейчас. Температура в надземной части вот такая. Как только подняли температуру, настроение наших растишек резко стало улучшаться. Особенно вот у первого, у второго. Вот здесь вроде есть движение. А у четвертого что-то... хотелось бы желать более активного развития. Давайте подождем еще несколько дней. Не переключайтесь. Да, и заодно корень. Я смотрел, где он. Вот они. Мы их еще понаблюдаем. И опять привет. Прошли еще 5 дней. И у нас вот такая растительность. Это крайние черенки. На них уже есть такие гроздочки. Этот черенок тоже работают почки. И вот здесь. На этом черенке тоже. Вон почка. То есть, когда поднял температуру выше 16 градусов, то активно стала развиваться надземные части. Это температура в корнях. Корни появились уже буквально через 2 недели. Так. Сейчас мы их достанем, посмотрим корни. Это подготовил контейнеры для высадки. Вот с таким грунтом. Для рассады. А после посадим еще один черенок вот так наглядно. Так. Достанем контакт наш. И отсюда его снимем. Естественно, столько долго выдерживать не надо, это я делаю для видео. А так 2 недели, максимум 3 недели, в зависимости от тепла. И надо сразу высаживать в контейнер. Также этот метод не подойдет, если у вас окна с южной стороны. Так, везде есть корни. Это черенок, на котором самое маленькое такое развитие в надземной части. Вот такие здесь корни. Куда еще лучше?
Кстати, это сорт Аркадия. Если посмотреть, то вот здесь в надземной части вот у этого черенка самое меньшее развитие, а корни самые толстые. Значит, корневая здесь стала развиваться быстрее даже. То есть больше энергии ушло в корень. Так, теперь они где-то до мая поживут в этих контейнерах, а потом высажу в сад или подарю кому-нибудь. Может, даже кому-то из подписчиков. Не знаю, что-то все молчат так дружно. Итак, возьмем черенок. Черенок выберем определенной высоты, какой нам надо. Обрезать вот так, нет разницы. Можно обрезать вот так и ослепить. Дальше почку слепить. Следующий. Ну, в зависимости, какой черенок нужен. Я имею в виду, какое расстояние будет от батареи до окна. Но это не обязательно должно быть окно, а место, где прохладно. Ну, вот такой черенок получился. Можно вот этот рез делать чуть больше. Вот так. Корень, если будет выбиваться, вот как вы видели на том черенке, на первом, он и будет и отсюда выходить. Но если сделать бороздки, хуже не будет. Ладно, можем еще вот так сделать. Оп. Далее. Отложили. Мох с фагнумом бывает вот в таких кулечках. Вот прям в этом кулечке. Вот, например, вот здесь его меньше. Вот в этом пакетике больше. Сюда я закинул, было 2 пакетика с минимальным мохом. И 2 минимума засыпал в 1 пакетик. Так, есть резкость? То мне не видно. Если, допустим, вот в этом пакетике так достаточно. Мы делаем вот так. Раз. И с этой стороны.
Можем еще в середине сделать. Для того, чтобы отсюда поступала влага. Все. Из нескольких черенков я делал для видео, чтобы было наглядно, что все черенки прорастают. Один прорастет, как бы много хитрости не надо. Так. Вот здесь можем зафиксировать изолентой. Чем угодно. Все. Вот наша почка. Так. Как устроен этот контейнер? Давайте покажу. Вот держится он о подоконник прищепкой, чтобы он не вываливался. Под этим контейнером вот фольга на батарее. Фольга из нескольких слоев. Зависит от того, какая температура у батареи. И насколько нам надо ее понизить. Если температура слишком высокая, то фольги больше. Вот, допустим, вот эта фольга, она запасная. Если температура батареи слишком низкая, нам надо больше, то мы фольгу убираем. Или вот так ее прямо подгибаем сюда. Чтобы тепло попадало прямо на черенок. А вот наш черенок. Вот так. Вот он еще такой с изгибами, как раз к окну попадает к окну. Можно даже было его сделать короче. Так, как заливаем воду? Совсем легко. Вот просто залили воду и все. Вот через те отверстия, которые сделали по торцам и в середине. Сейчас мох напитает влагу. Все. Далее. Черенок обворачивал вот так фольгой. Вот примерно таким образом. Это вы должны были видеть в начале видео. Вот так. Как бы делаем такой капюшон. Плюс это наши датчики. Плюс еще сверху поставим одну фольгу. Допустим, у нас слишком жарко, тогда окошко мы чуть-чуть приоткроем. Сейчас фольгу тоже покажу. Секундочку. Вот так. Видно? Вот такой большой кусок фольги, и тоже можно изолентой вот так к стеклу прикрепить. И у нас по-любому здесь будет прохладно. Когда минусовая температура на улице, минус 10, то окошко открывать не надо. От стекла и так будет достаточно прохлады поступать. Так. Вроде все, ничего сложного абсолютно. Главное вот так первая изоляция, чтобы был такой капюшончик. Вот так примерно.
Если будут вопросы, то пишите в комментариях. Всем здоровья, всем пока и хороших урожаев. Дун-дун-дун-дун-дун.